Вот, а это те самые тайфуны, зеленые кирпичи. Те самые тайфуны, которые были в моих видео. Ребята, всем привет! Сегодня будет немножко необычное видео. Я погуляю по центру Москвы, покажу вам репетицию парада. Так что мы немножко посмотрим, какая тут техника стоит. И я немножко порассказываю, что там есть. Сзади меня стоят машины «Торнадо», а вот здесь это транспортно-заряжающие машины на базе КАМАЗов. Пойдемте дальше. Тут я сказала неверно. На базе КАМАЗов это не транспортно-заряжающие машины, а уникальные инженерные системы дистанционного минирования земледелия. Очень ироничное название. И СДМ представляет собой установку на колесном шасси высокой проходимости, работающую по принципу реактивных систем залпового огня. Отличие от РСЗО «Град» состоит в том, что тут больше направляющих, их 50, а не 40. На минах данного комплекса перед запуском реактивных снарядов устанавливается время их годности, то есть указывается период времени, по прошествии которого либо мина самоликвидируется, либо деактивируется. Это необходимо для того, чтобы обезопасить прохождение своих войск по заминированной территории. Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» является новейшей российской РСЗО, разработанной на базе РСЗО «Смерч». Точность стрельбы управляемыми ракетными снарядами РСЗО «Торнадо-С» в 15-20 раз выше, чем у ракетных снарядов из состава РСЗО «Смерч». Кстати, «Торнадо» располагается на том же шасси, что и пусковая установка С-400 «Триумф», которую я и сейчас делаю. Так что репетиция парада – это отличная возможность рассмотреть элементы шасси чуть ближе. А, кстати, сзади меня находится Ярса, а то, что находится в головной части, я когда-то приложила к этому руку. Вот тут есть БТР-82, и тоже очень интересная машинка. Так, а чуть поодаль стоят тигры. Кстати, вот. А еще стоит, видите, тигр с боевым модулем. Сейчас как вам так вот лучше показать. РС-24 «Ярс» — это трехступенчатая твердотопливная ракета, корпус которой изготовлен из композитного материала высокой прочности на основе арамидного волокна. У ракеты нет стабилизаторов для управления полетом. Эту функцию выполняют сопла двигателей каждой ступени, сопловые насадки и раструб сопловых блоков, также изготовлены из композитных материалов. Есть информация, что головная часть системы разведения боевых блоков ракеты «Ярс» весьма напоминает головную часть булавы, которая также проектировалась в Московском институте теплотехники. Кстати, обратите внимание, как военнослужащий моет окно, используя специальную лестницу. И это как раз можно считать небольшим сюжетом для диорамы. Вот сзади меня стоят роботизированные боевые платформы. Это новинка нынешнего парада. И вот посмотрите, их везет КАМАЗ. Интересно, они сами поедут, выпустят их с платформы или нет? Робот предназначен для огня поддержки подразделений специального назначения, а также для проведения разведки. Вооружение комплекса включает противотанковые ракеты, автоматическую пушку калибра 30 мм и спаренный пулемет. Включение ракеты «Атака» позволяет машине вступать в бой и уничтожать наиболее современные боевые танки с расстояния в 8000 метров. Робот также оснащен лазерной системой управления. БМП К-17 «Бумеранг» — новейшая российская боевая машина пехоты на колесном ходу. Этот тип бронетранспортеров отвечает общей тенденции универсализации русской армии. Внешний вид не имеет ничего общего с БТРом российского и советского производства. 25-тонная десантная махина с колесной формулой 8х8 может стать легче или тяжелее, превратиться в БТР, БМП или танк. Это БМП «Бумеранг». А дальше, если вы видите, тайфуны. Пойдем к ним поближе.
А вот смотрите, а сзади меня стоят настоящие зеленые тайфуны. Те самые тайфуны, которые я и собирала в недавних видео. Плюс заметьте, что они в окраске военной полиции. Я впервые вижу военную полицию на параде в Москве. Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси, соответствует машинам типа МРАП, является частью семейства бронеавтомобилей «Тайфун». Бронемашина была создана после утверждения концепции развития военной автомобильной техники Вооруженных сил Российской Федерации на период до 2020 года, в которой намечено производство автотехники на основе унифицированных семейств. А вот и мне посчастливилось увидеть, как ребятам внутри бронеавтомобиля действительно тесно. КАМАЗ-63968 «Тайфун» является частью нового этапа в разработке отечественной автотехники для вооруженных сил, так как последний раз бронеавтомобильная платформа была принята аж в далеком 1961 году. Бронированная ремонтная эвакуационная машина БРЭМ-1 предназначена для эвакуации аварийных танков и другой бронетанковой техники из зоны действия огня противника на сборные пункты поврежденных машин или в укрытие, вытаскивание застрявших танков и других машин и оказание помощи экипажа при ремонте и техническом обслуживании техники в полевых условиях. Ремонтная эвакуационная машина РМКЛ. Данная машина была построена на шасси Урала колесной формулы 8х8. Основное предназначение данной машины – это текущий ремонт, оказание помощи водителям в техобслуживании и эвакуации армейской автомобильной техники многоцелевого назначения, полная масса которых не превышает 16 тонн. Для эвакуации армейской автомобильной техники РМКЛ может использовать штатную лебедку с гидроприводом и такелажным комплектом. Длина троса лебедки составляет 60 метров. Дизельный тягач КАМАЗ-65-225 разрабатывался Камским автозаводом с целью выхода на рынок с новым сидельным тягачом, имеющим высокие характеристики. В конструкции машины заложена возможность буксировки полуприцепов тяжелого класса массой до 64 тонн. Максимальный вес всего автопоезда заявлен на уровне 75 тонн, на сидельно-сцепное устройство до 22 тонн. Таким образом, тягач с полуприцепа может транспортировать технику различных типов, в том числе танки и другие машины большой массы. Броневик КАМАЗ-43501 «Патруль» предназначается для перевозки до 10 человек или соответствующего груза по различным дорогам или бездорожью. Конструкция корпуса обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обстрела. При разработке проекта конструкторам пришлось учесть некоторые дополнительные требования, например, сократить габариты и вес машины. Подобные требования, среди прочего, привели к некоторым доработкам базового шасси, направленные на его уменьшение длины и высоты. В 2014 году прототип «Патруля» основывался на доработанном шасси КАМАЗ-43501. Это изделие имеет колесную формулу 4х4, а также оснащается дизельным двигателем мощностью 261 лошадиная сила, связанным с 9-ступенчатой коробкой передач. При переделке в основу для бронеавтомобиля шасси сохранило зависимую подвеску на основе мостов и полуэллиптических рессор. Обратите внимание, как водитель «Тигра» тщательно готовит свою машину к параду. ТОС-1А «Солнцепек» – это модификация ТОС-1 «Буратино», тяжелой огнеметной системы залпового огня на базе танка Т-72. ТОС-1 разрабатывался в период 1971 по 1979 годы.
Первые опытные образцы на шасси Т-72 были изготовлены в Омске. Комплекс включает в себя боевую машину, пусковую установку с пакетом из 30 направляющих на шасси танка Т-72 и транспортозаряжающую машину на шасси КрАС-255Б. А этот подвид пусковой установки я так и не смогла идентифицировать. Может быть, мои зрители подскажут, что это. На классическую пусковую установку Ярс это не очень похоже. БТР МДМ «Ракушка» – многофункциональная десантная модифицированная машина России, созданная для поддержки подразделений ВДВ. Работа над созданием новой десантной машины начались еще в далеком 1992 году. Смотрите, это БМП-4. Сзади меня стоят еще Т-90, а армата оказалась тоже по ту сторону улицы, и мне не получилось ее снять хорошо. БМД-4 – российская боевая гусеничная плавающая машина, предназначена для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Авиадесантируется парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом. Комплекс вооружения разработан на Тульском ГУП КБ приборостроения. БМД-4 создана на базе БМД-3 «Бахча», но превосходит ее по боевой мощи в 2,5 раза. На первом этапе основным преимуществом С-400 над системами предыдущих модификаций стала более высокая степень автоматизации боевой работы, использование современной элементной базы, возможность интеграции в различные уровни управления не только в ВВС, но и других видов вооруженных сил, а также увеличение числа одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. Изначально основной задачей первых модификаций ЗРК ТОР была охрана воздушного пространства вокруг объектов особой важности. Специфика этой задачи в том, что эти самые важные объекты могли быть атакованы различного рода вооружениями, крылатыми ракетами или авиацией. Для их поражения нужна была отличная точность и скорость ракет, а также электроника, которая позволяла издалека обнаруживать и сопровождать цели. Коалиция СВ – российский 152 мм межвидовый артиллерийский комплекс на базе танка Т-90 с максимальной дальностью стрельбы до 80 км, максимальным ввозимым боезапасом до 70 выстрелов и скорострельностью до 16 выстрелов в минуту. Разработан в Нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». Разработка началась в 2002 году в ответ на лучшие образцы артиллерийского вооружения стран НАТО. Новый колесный броневик для ВДВ разрабатывался с 2015 года. Целью проекта является создание многоцелевой бронемашины, способной перевозить людей и грузы, а также нести разнообразное вооружение. Броневик должен соответствовать требованиям парашютного десанта. В перспективе такой образец мог бы стать одной из новых платформ для строительства новой техники ВДВ.
опытный броневик под названием К-4386 Тайфун ВДВ впервые показан в 2017 году. В дальнейшем техника проходила необходимые испытания. Кроме того, продолжалось развитие платформы с появлением новых специализированных образцов. Тайфун ВДВ получил однообъемный бронекорпус с комбинированной защитой, соответствующему 5-му классу ГОСТа. Обеспечена защита от взрыва 6 кг тротила под колесом или 4 кг под днищем. В конструкции предусматриваются все основные средства и методы защиты экипажа от негативного воздействия взрыва. Ну и напоследок во главе колонны идут легендарные Т-34. Думаю, они в представлении не нуждаются. Вот такая у меня получилась прогулочка. Надеюсь, вам понравился подобный формат моих видео. Если да, то напишите об этом в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну и если нет, тоже. Не забывайте подписываться на канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и делитесь видео с друзьями. А я после этой прогулки вдохновилась на новые модели, так что я пойду делать их. Увидимся на следующем неделе. Но, кстати, олдтаймер меня вдохновляет все же больше. Мне очень жаль, что инженерные мысли направлены на уничтожение себе подобных, а не на созидательные действия. Ну ладно, увидимся на следующей неделе. Пока-пока.